Бабушка тоже умеет бить кулаком. Тоже удар. Насколько он эффективен, это уже нюансы пошли. Поэтому нету правильного, неправильного. Есть либо эффективно, либо неэффективно. А тебе хватит духу. Париматч. Официальный партнер UFC. Добрый день, друзья. Мы сегодня хотим предложить вам рассмотреть простое базовое упражнение. Отработка фронтальной стойки, прямые удары при помощи жгута, резины так называемой. Меня зовут Алексей Фролов, мастер спорта, тренер высшей категории. Эта отработка как является для координации ударного действия с ногами, с толчком, с поворотом, то есть все как полноценный удар существует. Но при этом здесь очень важный факт является именно работа плечевого пояса, именно работа плечей. А резина выступает, это как работа как для новичков, постановка руки, плеча, кулака, так и, естественно, что при определенной нагрузке, темпе, ритме, еще ускорение каких-то движений дополнительных, эта работа также является и для спортсменов, действующих и определенного высокого уровня даже. Везде все можно применить. Вот. Самая базовая ситуация в этом случае происходит именно за счет плечами. Плечи, кулак. Вот простая наша резина. То есть резину вы можете повесить на шведская лесенка, либо стойка, любая труба, но чтобы уровень был чуть выше ваших плечей. Само по себе даже положение корпуса, вы ходите, чтобы резина была натянута, то есть тянула вас немного. И вы чувствуете, что если ваша спина прямая, либо кулаки выше плечей, то ударить уже движение резина мешает вам сделать. Поэтому, принимая именно группировку боксерскую, опуская плечики, то есть опуская корпус, опуская плечи на носочки ног, вот становитесь вот это положение. Видите, спина полукруглая, плечо, колено, носок ноги. Вот она линия. Я кулаки не поднимаю, я согнул локти, все, кулак оказался на уровне плеча. И в данном случае резина как раз и покажет вам, что, делая напряжение, у вас, если этой группировки нет, то вас тянет, естественно, назад. Спина полукруглая, она является как арочные мосты, распределяет все усилия на всю спину, и вам не тяжело. Единственное, у вас напрягается что? Напрягается трицепс. Вы держите немножко кулаки, уровень плеча. Все. Чуть выше вы уже почувствуете, что бить вам неудобно. Чуть локоть поднялся, опять бить неудобное положение. То есть сама по себе резина поможет вам, как лакмусовая бумажка, при постановке плеча кулака. То есть алгоритм очередности. В данном случае что мы делаем? Мы берем и как плечом, не поднимая плечо, а просто плечо вместе с кулаком вперед происходит. Вот этот переворот плеча позволяет вторая рука, она никуда у вас не ушла, спина не развернулась. Вы сохранили что? Вы сохранили группировку. Возвратное движение. Не бросаю руку назад, а опускаю локоть, вкручивая обратно. Вкрутил, как шуруп, выкрутил. Вкрутил, выкрутил. Во всех ударных движениях, без вот этого плечевого корпуса, все удары, толкательное движение, пятки, бедра, спины, не будет группировки. То есть ваша инерция, ваше направление, ваша кинетическая энергия уйдет куда-то. Именно плечи, что спина, полукруглая спина, перенаправляет ваше вертикальное толкательное действие в горизонтально-поступательное. И вот резина как раз в данном случае и позволяет вам этот момент поймать, этот момент зафиксировать для себя. То есть центр вращения, ось вращения, переворот, толчок. Если мы сейчас вот эти плечи сделали, то есть у вас рука не возвращается, я нанес, например, правый прямой удар. Если это пробивается серийная работа, то я не забрал руку, а нанес удар. Плечо идет чуть сверху вниз, потому что полукруглая спина, все, колени выпрямились. И обратное движение, что я не руку забираю, я в ту же точку начинаю бить левым кулаком. И получается за счет переворота плечей, смены плечей, мои кулаки меняются вот здесь, защищая что на ударе мой подбородок, что на возврате.
вперед, как пловцы ныряют. И вот теперь более сложное уже движение, это мы координируем руки и ноги. То есть, естественно, что руки и ноги одновременно, но ноги в начале. Почему? Потому что мы толкаемся, толкаем массу, энергию, перенаправляем, что даже простой, без пятки, толчок просто выпрямляя колени. И ударил. Я встал и ударил. И обратное движение, не руку забрал, так как моя голова тянется, а обратно ногами подсел. Встал, нанес удар. Встал, вставил плечо, вперед пошло движение. Если почувствовать действие, то опускаю, кулак висит, как и плечо, между ног. Плечо не пересекло линию носок. Это ваша опора, линия носков, граница вашей опоры. И плечо, естественно, закрывает вам подбородок, только не поднимаясь специально до удара, а именно вкручивая вперед, оно так как сустав шарнирный, переворачиваясь, поднимает вам, закрывает вам подбородок за счет ударного действия. Вот. И сюда сразу добавляем вот это движение, которое отработка именно равновесия, группировки толкательного, очередности пятки, бедра, ноги, плеча, кулака. То есть что у меня идет движение выпрямления обеих колен и вращение пятки, бедра, плеча. И опять произошла та же самая ситуация. 90 градусов ноги развернулись, оба колена прямые, вторая рука у меня никуда не ушла. За счет того, что плечо в конце подтолкнуло ножки, поставило, кулак встал четко. Обе ноги прямые, я стою. Если меня чуть-чуть локоть завалился, я поднял локоть раньше времени. И вот опять, что вам дает эта резина? Самый вот момент, который существует для обычного человека, для нас, для всех, что любая, что бы мы рукой не делали, любое движение рукой вперед, у нас в первую очередь ассоциация в чем? Что рука прямая, выпрямляется локтевой сустав. Тут я говорю о том, что и мне говорили, не мои слова, не мои придумки, естественно, что локоть выпрямляется после того, как плечо начинает переворачиваться, то есть появляется опора сверху вниз, мозг понимает, что опора есть, и разрешает локтю уже перевернуться. Но возникает конфликтная ситуация, что раз локоть не выпрямляется, то что? То кулак как бы не идет вперед. На самом деле, именно за счет плеча кулак уже пошел вперед. Вы плечом кулак вперед подаете, и выпрямляется локоть уже в конце, подбивая, то есть работает трицепс. И вот этот момент резина как раз помогает вам поймать, что если, опять повторюсь, если ваша рука, тем более, если вы стоите просто, вот работая одними руками, здесь еще какая-то нивелировка, вы себя можете, там, чуть раньше рука пошла, потом плечо воткнул, чуть там локоть поднялся, все равно продавил резину, не так сильно заметно. Но как только вы начинаете работать это с ногами, то есть с ногами разворот пятки, выталкивание, постановка ноги с носка, то чуть раньше у вас рука пойдет, чуть локоть у вас подымется, пятка, носок, то бишь пятка, ноги, плечо одновременно, но ноги в начале, и сразу же движение плеча пошло. От пятки до плеча это ваше единое целое, поэтому нога, пятка, нога, носок, плечо одновременно. Но естественно, что вы начинаете толкаться ногами. И вот здесь хоть чуть-чуть вы немножко рука раньше, вас будет разворачивать. Вы будете терять что? Ось вращения – это равновесие. И вот еще раз обратите внимание. Вперед, вверх и вперед. И посмотрите, какая спина полукруглая. Я вообще не прилагаю усилия рукой. Вторая половина за счет этого переворота плеча у меня полностью расслаблена. Кулак четко висит, как и висел внутри меня. Не ушел никуда, не развернулся. Сохранился здесь. Возврат. Вверх, вниз. Вверх и обратное движение. Я не кручу себя. Я просто даже проще делаю. Я опускаю пятку. И она, безусловно, опустится вращением. Вот такой момент можно использовать для наработки и совершенствования равновесия и, самое главное, алгоритма действия очередности руки и ноги. Здесь невозможно делить так, что сначала пятка, потом рука, нога, но за счет именно резины вы чувствуете, что насколько ваше тело работает единым целым, но главное, где что начинается в ударном движении от ноги. Это упражнение можно делать как и на силовую выносливость. Возьмите
минуту, 2-3, встали, работаем одними руками. Естественно, что когда вы работаете с ногами, в данном случае фронтальное положение с ногами, у вас идет глубокое движение, амплитудное движение, у вас сильный разворот, то здесь у вас, естественно, не будет такой скоростной работы. Но если вы поставите одними руками, и вот эта скоростная работа, пожалуйста, скоростная выносливость, силовая выносливость та же самая, более длительное время, сильнее делаю, более толстая резина. Эта резина тоже, в данном случае, она не сильно толстая, она как бы тонкая, небольшое усилие, но опять-таки силовая определенная, скоростно-силовая выносливость с этой резины можно работать. С этой резины также можно нарабатывать опять. Здесь разговор в первую очередь о постановку техники движения, именно плечей, который позволяет вам делать и скоростные действия, и силовые действия. Так же, как стоя, так же, как и в движении. То же самое, что вы можете сделать, что шаговое движение и удар. В челноке эта работа возможна. Тем более здесь опаздывание руки-ноги. Попробуйте. То есть вариантов работы с резиной в данном контексте много. Силовая, да, силовая. Скоростная, да, скоростная. И выносливость, да, и резкость. Возьмите, резкость как можно отработать то же самое. Возьмите в одну руку резину, за две. Взрывное действие. Взрывное силовое действие с одного движения. Толкнуться как можно больше, взорваться сильнее на скорости. То есть основной момент того, что я вам предлагал, вся эта работа возможна только в одном случае при правильной постановке плеча, при правильной группировке. Правильно, даже может быть не то слово правильно, неправильно, а наиболее эффективной. Не эффектной, а эффективной. Что именно за счет вашей группировки, положения вашей стойки, положение вашего корпуса, которое константой является ваш организм. Так устроено ваше тело. Только в этом случае, при этой работе, при вот этой работе плеча, вы можете делать ударные действия, в данном случае прямые удары. Скоростные, силовые, неважно. Плечо по-другому не работает. Хотя можно ударить. Бабушка тоже умеет бить кулаком. Тоже удар. Насколько он эффективен, это уже нюансы пошли. Поэтому нету правильного, неправильного. Есть либо эффективно, либо неэффективно. Вот основной момент был заключаться в этом, чтобы рассмотреть работу плеча в ударе и очередность ноги, руки, локтя и плеча. Еще раз спасибо за внимание. Вы молодцы, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вы молодцы уже, что смотрите бокс, а не мультфильмы. Уже дорогого стоит. Надеюсь, были чем-то для вас полезны, интересны. Оставляйте ваши комментарии. Заходите на канал и в зал. Боксом заниматься никогда не поздно. Всем здоровья и благополучия.